Че, здорово? Что вы натворили? Интро нет, вступления нет. Ну, видос, короче, о Мираже, сами все поняли. Колокольчик не забудьте поставить, потому что без колокольчика 100 человек. На меня подписано 40 тысяч человек, но, чтобы вы понимали, из подписок смотрит 100. Поэтому, чтобы не пропустить следующие ролики, нажми на колокольчик, будь хорошим мальчиком. Приятного просмотра. Мираж, да, Б. Это на самом деле и одновременно и глубокая точка, и не глубокая. На фейсите она супер не глубокая, и для 5 левел-10 это видео будет мега полезное. Вы станете компетентным игроком на этой точке. Ну что ж, приступим. Без начальных таймингов, как говорится, нельзя, поэтому давайте с вами рассмотрим, когда вам что надо бросать. Я бы просто в дефолт ввел такую тему. Просто прыгаете один раз, бросаете молик, прыгаете второй раз, и тем самым вы диапазоните. Смотрите, вы не даете типам пройти в упор. Если типа в упоре нет, то это ваш дефолт, вы просто запрыгиваете, швыряете хае, и смотрите, под этот дым хае вы можете пройти налево. Но об этом дальше. То есть это ваш дефолт. Просто прыгнули один раз, никого нет, а если типы рашат бегут, молик на борт, убегаете, типа с окна одного сбриваете, смог под себя, живете, все, ну типа, это дефолт первый. И это типа ваша основа, играете ее 70%. Потом остальные 10%. Кидаете ближний молик, это против типов, которые привыкают, что вы кидаете только, ну можете начинать, смотрите, можете первые 2 раунда начинать через этот молик, а потом остальные вот этот кидать, либо наоборот. Типы привыкают, что вы кидаете один молик, начинают под это подближаться. А когда вы кидаете такой молик в хае, они часто подставляются. Но еще есть такая тема прикольная, вы прыгаете, никого не видите, даете дальний молик, отходите, если никто не идет, после молика тоже швыряете им хае, да, вы можете кидать сразу после молика, типы, которые здесь стоят, ждут, они подставляются, а можете, вот моя вот небольшая такая вам подсказочка, кинуть хае чуть позже, на 5 секунд, потому что челики, они знают, что вы кинете хае, грубо говоря, они чуть ждут, хая взорвалась, они идут, это как в дефолте у всех, ну, не знаю, вы ходите под Б, не ходите, ну, типа, я сам не особо был игрок, но даже я это знаю. Типа я же сказал вам 70, 15 через ближний и другие 15, ну либо так, другие 10. Просто прыгаете, никого не видите и смотрите. Крутая тема. Если у типов пистолеты, то вы всегда можете вот так вот прыгать. И вот так вы всегда прыгаете, в щель смотрите типов, которые там вдалеке. Если там есть они, вы просто отпускаете молли, когда они начинают бежать, отпускаете его на борт и убегаете вот так на форест. И челы не могут выйти в борт, они только выпрыгивают окно, вы вот так убегаете, дожите флешки и типов сбриваете всегда. То есть это супер, никто типа об этом не знает на фейсите, но вы всегда можете прыгать против пистолетов. А против АВП, да, есть шанс, что вас всегда убьет чел, который именно в эту щель смотрит на прыжок. Но вы как гений, вы можете прыгать, когда авик спалился на карте, и вы приходите и начинаете прыгать, но уже понятно со смоком. Ну, если вы не боитесь, что чел в упоре, конечно, есть, но, опять же, это очень редко бывает, то, что чел в упоре стоит и не пикает на фейсите. Вот тоже вариант. Ты прыгнул, кинул молик, никого нет, то, что я говорил, запрыгиваешь, кидаешь хае, это хае поднимает пыль, за счет этой пыли вас не видит чел-снайпер, и ты можешь залезть сюда, или вот так чуть пробежать, взорвалась хае и пройти вот сюда. Прошел здесь и просто стоишь вот так. Стоишь в оффенгле, если чел здесь стоял, он на тебя не выйдет, типа, и ты его убьешь. Право, типа, фликанешь, лево убьешь. Есть еще вариант начинать через смог бэдом, да? Вы начинаете через смог, вы там сразу его бросаете, там подходите отсюда бросаете. Но зачем вообще люди кидают смог бэдом по психологии, да? Какой? Люди кидают смог бэдом, первое, чтобы пройти вот сюда в упор. Типа пройти сюда в упор. Там есть, понятно, обманки, там заходить в смоки, вот это все дерьмо делать. Но в основном это чтобы тер фанился, что ты можешь быть слева, там у него нет информации, там на Б идешь, боишься за борт. И уже от этого там чел начинает второй зиггер прыгать, паса такая. Это первая тема, очень редко, потому что ее можно делать гораздо проще. Основная вещь, это чел выкидывает этот набор, чтобы начинать 1Б. Он начинает 1Б, за счет этого типа 3 мидл начинают, они убивают мидл, а ты на Б выйти не можешь, потому что смог, и игрок успевает вернуться вторым, ну, соответственно, заткнуть и не пустить, да, такая психология стандартная. Первая часть ролика это дебют. После дебюта вы всегда уходите в прыгание со смоком, 4 вида прыжка, как прыгать в Б-доме. Первый прыжок самый стандартный, это вот о чем я говорил, вот этот прыжок, понятно, прыгайте слева направо. Конечно, есть черлы, которые так прыгают тоже. Можете, не знаю, миксовать, я не особо Б-игрок. На Бэшке я на самом деле, вот сколько Миражей не сыграл, 1000. Я не, прыгал только в начале своей карьеры, когда не был снайпером. А да, кстати, у меня была карьера, где я был в команде, я на Б прыгал в самом начале. Типа, пару лет, может. Год точно я на Б прыгал. Потом, это первый стандартный прыжок. Вот этот я вам рассказал, когда его юзать. Если авика нету, либо авик плюс, либо против пистолетов, я обычно, тут, типа, есть такой чел, Патрик. Такой он.
ник у него очень классный. Часто здесь прыгает и откидывает молик на борт, и ты типа на Б ничего не сделать не можешь. Ты всегда его должен отгонять, чтобы играть микс. И он соло Б тебя закрывает. Но, опять же, здесь можешь прыгать просто смоком и убегать, и откидывать определенные смоки. По поводу того, какие смоки вы откидываете на отбегание, я чуть позже. Следующий прыжок, такой делали Интерс и Перфекта. Вот так они прыгают. А может быть, я не прав. Типа, я не знаю. Спросите у любого про игрока, как они прыгают. Может быть, они так прыгают, может, они прыгают наоборот. Вот этот прыжок. Вот так они прыгают. Может быть, так. Но, скорее всего, они прыгают вот с этой темы. Вот так вот. И чекают бэдом. То есть, это второй прыжок против контакта. И иногда, типа, челы его не ожидают. Третий прыжок — это моего собственного приготовления. Это вы вот так встаете вот здесь и просто на форс так прыгаете. Да, то есть супер сейф. Да, вот такие 4 прыжка. Четвертый я придумал, но его никто не делал в мире. Третий его делал Перфекта Интер. Ну, много игроков. Это самый популярный прыжок, а это прыжок Патрика. То есть дефолтный, Патрик, Перфекта, Форест. Чего вообще существует? Я назову вот этот смог Санджи, потому что он его откидывал очень часто, и типа я его назову Санджи. Короче, вы прыгаете, ну, по дефолту, прыгаете, там, чекаете, и начинается выход, либо еще какая-то тема. Смотрите, вы его когда откидываете, есть первый вариант. Ты его откидываешь, идешь на форест, самое стандартное, и смотришь так 90. И с эски ты типа по-левому кладешь первого, второго, чел там на тебя запрыгает, ты его убиваешь, да, тебя могут прострелить. Кстати, вот прострел такой, немногие не знают. Вот тут прострел, ты можешь прострелить этого типа, у нас это, кстати, прострел называется. И смотришь 90. Это первая вариация того, чего ты делаешь, когда откидываешь этот смог. Обычно ты его откидываешь, когда резкие Б-выходы. Это первый смог. Второй смог. Ты типа также его кидаешь, встаешь вот так. И типа первого вот так просто на хэдшот сбриваешь. Типа вот так стоит. Либо на форесте вот так сидишь. И вот так сбриваешь первого типа. Потому что вот смотрите, чел когда вот так вот бежит, он видит типа, он вот так вот за ним бежит, он падает, ему откидывается смог, и он вот так по левой бежит. Либо так, либо вот так. И типа он левым плечом не в фокусе, и вы его типа сбриваете. Вот и особенно сидеть, потому что челы, если выйдут борт, он типа вас увидит, если вы будете стоять. Вот, поэтому вы сидите, ему надо еще запрыгнуть раз, запрыгнуть два, и только так вас увидеть. Поэтому форест, поэтому не прям советую. Первая это прострел, вторая это вот эта позиция. Именно даже не вот так стоите, а вот так стоите. Фишечный вариант, который Санджи делал, но у него не получался, потому что часто типа очень много флешек давали. Потому что, смотрите, вы прыгаете, и вы откидываете прям сильно смог. За счет этого у вас образуется здесь ванвей, и типа чилы падают, и вас не ожидают типа здесь увидеть, и первого сбриваешь, потом отбегаешь. Также есть вариант, типа вы откидываете, чуть стоите и запрыгиваете здесь на борт, доджите флешки и, соответственно, убиваете здесь типов. И с этими смоками можно играться, и по идее тут можно найти такой смок. Ты прям вот отсюда видел борт выходящий. Чтобы чел, когда не упал в машину, вот так ты играешь, вот он тебя, вот так ты контролишь. То есть, примерно вот сюда бросаете, да, и вот так контролите борт. Чел на машине нету, в тайминг просто запрыгиваете, убиваете, а если что, вот этих убиваете. Вот это через Санджин смог, да? Это на бай-раундах, еще где-то, да? Но в целом, смотрите, фейсит, вы прыгаете просто. Никого нет, да, если вы прыгаете. Если там один чел бежит, то типа вы не фонитесь, просто там уходите на форест, с фореста стоите, там прикрываете, либо просто упрыгали и вот так отбежали. Вот так отбежали, там на Эдвард, либо срезали угол, там в тайминг просто распикали, либо типа отбежали, вернулись на машину, вернулись просто на... Можно пройти вот так? Вот так, видите, вот так стоя прошли вот сюда, встали на этот угол. По поводу пассивных углов чуть позже. Да, то есть это если вы прыжки разыгрываете. Потом есть тема, которая тоже типа крутая, но она типа реализуема и с прыжками, и с пассивными углами. Это вы убегаете и бросаете смог сюда на мусорку. То есть тоже такой вариант есть, и видите, вот типа тут можно также бросить смог, чтобы было видно борт, но обычно ты просто бросаешь этот смог, чтобы типов убивать, которые вас давят, и обычно это против пистолетов работает намного лучше, потому что к вам успевают прийти там ганы, и вот этих типов убивать, они не могут поставить бомбу. Моя разработка, придумал, пока писал сценарий к этому ролику, короче, смотри, прыгать, вот так бежишь и просто вот так откидываешь. О, вот он. И вот так садишься, и вот так сидишь. И ты этого типа просто сбриваешь, а если чел не давит 90, то ты уже в тайминг вот здесь уходишь, убиваешь бомбу и так далее. Я видел еще чела за плантом Алексе так стоит, какой-то Б-выход, он одного вот так сбривает, откидывает смог, и за счет этого потом запрыгивает на вот эту тему. Ну запрыгни, ты же проигрок. Вот так запрыгивает и вот так стоит. Вот, это Алекси Би так делал. Видите, борт еще видно. Пассивная игра. Что значит пассивная игра? На самом деле Мираж это карта, тем более фейсита, о чем мы с вами говорим? Какие заходы? Максимум, что может быть, это Магнолия Б, выпуск одного под прыжок.
и все остальное дерьмо, которое ты контришь, никаких раскидок нет, ничего нет, флешек нет. Поэтому пассивная игра — это самая основная игра. Ты можешь просто выкидывать все гранаты, первые там 25 секунд, 30, чтобы тебе не зашли. После этого твоя задача какая? Первый угол, который есть, в снайпе, я увидел, что юзает, это вот тут он стоит. Просто вот эта машина и стоит. В чем прикол? Ну, просто на тебя не откроется, одного сбреешь, ты сблизишься с машиной. Одного убил, и слава богу, правильно? Обычно на Б ставят миражей не особо сильных игроков. И одного убил, слава богу, команда тебе благодарна, еще и выжил, пришли все, убили. Первый оффэнгл на 1 фраг. Второй оффэнгл на 1 фраг. Этот оффэнгл чуть-чуть более рискованный, тем, что чел может упасть в окно, но ты его услышишь, и, соответственно, ты можешь потом люркать на форест и в тайминг играть, если он не вышел. Это так Хинтерс часто делал. Третий угол, короче, не угол, на 1 фраг, на машине сидеть. Но обычно на машине не сидите, сидите, когда может быть зиг. Вот, есть гораздо более лучший угол. Гораздо более лучшие углы — это какие, спросите вы? Ну, я скажу вам. Это, вот ты можешь стоять вот так. Ты стоишь, ну, это, соответственно, я называю угол снапи, форест, вот этот, когда у вас есть чел в зиге, который отвечает за зиг. Или зига не будет. Вот стоишь вот так на выход, и чел вот так выходит, начинает распикивать, и он, типа, он может вас ликануть, но ему тяжело это сделать. То есть в клатчах каких-то там 4 в 3, вот так может стоять. Вот этот угол на арсенале, ну, дерьмо поло, на него все выходят, но, типа, тоже он существует. Вот этот угол тоже вот так за плентом стоишь, вот так на борт контроль, он даже, наверное, лучше, чем вот этот. Это типа, если у вас чел в зиге, он отвечает за зиг. Если у вас нет, типа, в зиге это клатч какие-то, еще какое-то дерьмо, вы там боитесь, что там смог пройдет, тут уже начинается, типа, играешь вот так, машина. На машине сидишь, за зигу не фонишься и надеешься, что тебя не убьют. Но машина, типа, это такой угол смертника, я бы его не занимал. А спросите, а что занимать, когда у тебя зига может быть там в клатче и так далее? Да в целом нет спота. Тут типа, ну, на машине на лаке стоишь, либо за плентом просто стоишь. Стоишь как-нибудь на дуэль, чел падает, типа, и ты его в тайминг просто должен распикать. Зиг там, типа цепануть выше. Смотрите, самое простое решение в клатчах — это подойди на Б снайпер. Он подошел, запушил бы дом, стал где-нибудь здесь, чилы на стяжке, убил его здесь. То есть вот такая тема, очень простая. По поводу занятия Б-дома, малютки, скажу вот что. Это для меня высшая математика Counter-Strike. Там, наверное, типа что-то есть простое, что можно сделать. Там, знаете, просить своего типа, либо самому себе давать, там какой-то здесь смог есть. Либо, я знаю, тут тоже смог есть, я его раньше бросал пацанам, когда мы играли. Б-дом, миллиард этих смоков, которые здесь должны упасть. Ты там прибегаешь, кидаешь молик, занимаешь здесь, типы фонятся, стоишь на оффенглах. Это, конечно, круто, но это уже уровень чуть повыше, чем фейсы, типа 10 уровень. Вот самое основное — это прыгать со смоками, стоять в оффенглах и убивать просто один фраг. По поводу снайперской винтовки. На самом деле на Мираже это лютый имбаланс. Приходить на Б с авиком, садиться. Один фраг всегда даешь, если ты там бэшер, бери второй авик. Начинаются сложности, когда у тебя зигер умирает, а тебе надо как-то Б с авиком принимать, но тут ты уже можешь рандомить и от чего-то не играть. Ну, лучше, конечно, там пушить какой-то Б, либо там уходить здесь за плентом, смотреть вот так, тайминг зиг чекать, либо просто вот так зиг стоишь, смотришь, не играешь от Б, ну, либо в зиг уходишь. Но вот если ты бэшер, там, ты самый лох в команде, берешь снайперку, просто запрыгиваешь, вот так стоишь, дашь фраг, вот так можно стоять, ну, вот это самый лучший угол. Но, наверное, это на проиграх самый лучший, на фейситах, наверное, вот этот лучший. Также, наверное, флешки тебе не дадут, вот так можно стоять, тоже вот этот хороший. Убегаешь, там с окна второй фраг даешь, убегаешь там в кухню, авик не отдаешь, пацаны придут, ретейкнут. Такая вот точка, не знаю, очень много вариаций, очень много всяких ванвеев, там люди могут падать бесшумно, но это все это люди задроты. Вы не играете против задротов. Вы на Мираже можете наобузить себе за счет прыгания на Мираже, на Б-доме вы реально можете с 5 уровня спокойно 8 апнуть, спокойно, просто играя Мираж и на Бэшке прыгая. За террористов, конечно, чуть-чуть надо будет тяжелее, но вот если вы будете юзать эти основы, вообще изи. Есть такое правило, оно есть у всех про-команд. Короче, смотрите, если вы не видите бомбу и не видите толпу на радаре, вы не отдаете Б. В реальной игре там у команд есть подготовка, да, там есть страты, там записи, что как делать. Но на фейсите не отдавайте Б, потому что всегда есть лютки, вы же сами знаете. Вы же сами знаете, что если тут есть дигл, он так стоит и ждет, пока вы натопаете, и пойдет за вами. И чтобы этого не произошло, всегда стойте, вот так стойте и все. И ждите, он пойдет, ты его убьешь, скажешь, Б убил, все. Но вот этот спот, кстати, он плох тем, что тебя трейдят. Типа, ну один фраг ты дашь. Вот такая жизнь. Одного убиваешь, второго мансишь. Если смог успеешь ждать выжить, красава. Но вообще, одного убил, умер. Поэтому за плентом часто типы вот, убивают, мансуют, смог под себя. Ничего лучше прыгания и занимания Б-дома не придумали, но занимание Б-дома оно требует
прямых рук, усидчивости, но бэдом прыжок это самое лучшее, что есть. Не все вам дадут занять бэдом. На самом деле, если чел захочет, он просто даст на ваш молик вот такой молик, и все, и ты не занял бэдом. А все, твоя стабильная игра пошла ко дну. Проблема Б в том, что просто есть одна стабильная игра, которую надо много раз играть. Прыгнул, никого не увидел, дал дальний молик, прыгнул, никого не увидел, прыгнул. Чуть под конец дал хае, первая вариация, зовешь друга, он прыгает, а ты стоишь на борту. Вторая вариация, просто прыгаешь со смоком. Если у типов нет авиков, прыгаешь в щель. Как только кого-то видишь, не сразу не даешь смог, уходишь, прыгаешь еще. Если какой-то выход, то ты типа откидываешь смог, живешь. Если выхода нет, уходишь просто на оффэнгл. Оффэнгл раз, оффэнгл 2, оффэнгл 3. И просто стоишь здесь, убиваешь типов. Все. Кладчик, что ты делаешь? Пушишь бэдом, играешь за плентом, рандомишь на машину, отдаешь бэшку, идешь зиг вторым, потому что с бэшки потом типа можешь сыпануть. Все. Против пистолетов не торгуешь здесь лицом, не прыгаешь, уходишь за плент, с фореста просто стоишь, 2 дигла ты 100% убьешь. Ничего сложного нет, это там не А-плент, где вас рвут со всех сторон, это Б-плент, там люди просто распикивают вас на диглах, надеются вас убить. Поэтому, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Игра Б-опорника, так играет Перфекта, так играет Интус, так играет Великий Керриган, так играют все топовые игроки.